Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем шапку очень простым, интересным узором. В узоре повторяется всего один ряд. Я до этого вязала уже повязку похожим узором. Здесь я прибавила петли между группами столбиков. Начинаю с макушки. В кольцо провязала 10 столбиков с накидом. Замыкаю этот ряд соединительным столбиком. Третью петлю подъема. Сначала было 3 воздушные петли подъема и еще 9 столбиков с накидом. Теперь делаю 3 воздушные петли подъема. И в этом ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжу по 2 столбика с накидом. То есть в этом ряду у нас будет 20 столбиков с накидом. То есть из 10 столбиков с накидом предыдущего ряда мы вывязываем по 2 столбика. И всего будет 20 столбиков в этом круге. Так вяжем до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком. Третий ряд узора. Делаю 3 воздушные петли подъема. Эти 3 петли нам будут заменять лицевой рельефный столбик. Делаю накид на крючок. Следующий столбик провязываю как лицевой рельефный. Накид на крючок. И между столбиками провязываю обычный столбик. Накид на крючок. Следующий столбик я провяжу как лицевой рельефный столбик с накидом. И следующий столбик тоже как лицевой рельефный столбик с накидом. Накид на крючок и между столбиками провяжу обычный столбик с накидом. И так буду чередовать до конца ряда. 2 лицевых рельефных столбика за столбики с накидом предыдущего ряда. И между столбиками буду провязывать обычный столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком. Четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема. Они будут заменять лицевой рельефный. Следующий, тот, который был провязан лицевым рельефным, провязываем лицевым рельефным. А из столбика с накидом обычного из предыдущего ряда будем вывязывать 2 обычных столбика с накидом. То есть постепенно прибавляем петли в круге. Далее идут 2 лицевых рельефных. Их мы провязываем по рисунку. И они всегда у нас будут провязываться лицевыми рельефными. А прибавлять будем петли между лицевыми рельефными столбиками. То есть там, где мы вывязывали обычные столбики с накидом. Вот мы дошли до столбика с накидом. В этом ряду вывязываю из него 2 столбика с накидом с общим основанием. И так чередую до конца ряда. 2 лицевых рельефных. И из столбика с накидом буду вывязывать по 2 столбика с накидом. Так вяжем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком.
5 ряд. 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам лицевой рельефный. Следующий столбик провязываем лицевым рельефным. Далее у нас следуют столбики с накидом обычные. Здесь мы прибавляем. Из первого столбика вывязываем 2 столбика с накидом с общим основанием. А из следующего столбика вывязываем 1. То есть прибавляем на 1 петлю. Далее по рисунку провязываем лицевые рельефные столбики. Первый лицевой рельефный столбик, второй лицевой рельефный столбик. Вот так у нас получается. То есть в этом ряду у нас не 2, а 3 столбика с накидом обычных. Мы прибавляем столбик с накидом. Вывязываем из первого столбика 2 столбика с накидом, а из второго столбика вывязываем 1. По рисунку провязываем лицевые рельефные. И так до конца ряда. 2 лицевых, 3 обычных. 2 лицевых, 3 обычных. Прибавляем обычные столбики с накидом. Шестой ряд. 3 воздушные петли подъема, они заменяют нам лицевой рельефный. Следующий столбик вяжем по рисунку лицевым рельефным столбиком. И далее будем прибавлять обычные столбики. Вот мы в прошлом ряду делали прибавление на первом столбике. Сейчас для симметрии будем прибавлять в конце сектора. Провяжем 2 обычных столбика с накидом, а последний столбик сделаем прибавку. Будем вывязывать из него 2 столбика с накидом с общим основанием. В этом ряду у нас 4 обычных столбика с накидом. Теперь по рисунку 2 лицевых рельефных. И опять обычные столбики с накидом. Для симметрии провязываем прибавку в предыдущем ряду по рисунку. То есть 2 столбика с накидом последовательно. А из последнего столбика будем вывязывать прибавку. Вывязываем 2 столбика с накидом с общим основанием. Таким образом мы здесь в этом ряду чередуем 2 лицевых рельефных столбика, 4 обычных, 2 лицевых рельефных столбика, 4 обычных. И так будем вязать до нужного нам диаметра, прибавляя обычные столбики с накидом, а лицевые рельефные будем провязывать по рисунку. Так вяжем до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком. И покажу еще один ряд. Также 3 лицевых подъема, они заменяют нам лицевой рельефный столбик. И далее прибавки. В прошлом ряду мы делали в конце сектора, сейчас мы делаем в начале сектора. То есть из первой петли вывязываем прибавку. 2 столбика с накидом с общим основанием. Далее все столбики с накидом провязываем по рисунку. Мы дошли до лицевых рельефных. Их мы будем провязывать по рисунку, то есть лицевыми рельефными. Первый лицевой рельефный, второй лицевой рельефный столбик с накидом. А петли будем прибавлять в секторе, где у нас находятся обычные столбики. Сейчас мы в этом ряду прибавляем в начале сектора. Вывязываем прибавку 2 столбика с накидом с общим основанием. Чередую так то в начале, то в конце сектора прибавки для того, чтобы было симметрично, чтобы не было перекоса.
Сейчас вяжу последний ряд дна. Здесь делаю прибавки в конце сектора. Вывязываю в последний столбик предыдущего ряда 2 столбика с общим основанием. Лицевые рельефные столбики предыдущего ряда вяжу по рисунку, то есть также провязываю их лицевыми рельефными. Таким образом, между лицевыми столбиками рельефными у меня сейчас в этом круге будет 6 столбиков с накидом. Прибавку делаю в конце сектора. Сейчас вяжу столбики с накидом в каждую петлю основания предыдущего ряда. И прибавку буду делать на последнем столбике. То есть вот в этот столбик я провяжу 2 столбика с накидом с общим основанием. Так буду вязать до конца ряда и закончу ряд соединительным столбиком. Теперь можно приступать к узору, прибавок больше не будет. Число петель раппорта узора кратно 8. Я набрала 3 воздушные петли подъема. Теперь вяжу еще 2 лицевых рельефных столбика, а 3 петли подъема нам заменит лицевой рельефный. Накид на крючок, пропускаю 2 петли на основании и в третью вяжу группу столбиков. Провязываю 2 столбика с накидом с общим основанием, воздушную петлю. И в это же основание провяжу еще 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик. Вот мы провязали раппорт и следующий раппорт. Пропускаем 2 петли и вяжем 3 столбика лицевых рельефных последовательно. Второй столбик и третий лицевой рельефный столбик. Так будем чередовать до конца ряда. То есть этот первый, и так этот ряд будем повторять. Накид на крючок, пропускаем 2 петли на основании, в третью ввожу крючок и провязываю группу столбиков. 2 столбика с накидом с общим основанием, воздушная петля. И в это же основание еще 2 столбика с накидом. И так буду вязать до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком. Снова пропускаю 2 петли, вяжу лицевые рельефные столбики. Покажу еще один ряд, он такой же, как и первый. 3 воздушные петли подъема. Над лицевыми рельефными вывязываем лицевые рельефные столбики. Провязали. Накид на крючок. В арку предыдущего ряда провяжу группу столбиков. 2 столбика с накидом. Второй столбик. Воздушная петля, накид на крючок и в это же основание 2 столбика с накидом. То есть фактически узор повторяется один ряд. Вяжем до нужной высоты, до нужной глубины шапки. Накид на крючок. Снова над лицевыми рельефными вывязываем лицевые рельефные столбики с накидом. Второй лицевой рельефный столбик с накидом и третий лицевой рельефный столбик с накидом. Провязали. Вот такой узор у нас получается.
накид на крючок и в арку предыдущего ряда провяжу группу столбиков. 2 столбика с накидом, первый столбик, второй столбик с накидом, воздушная петля и в это же основание еще 2 столбика с накидом. Так будем продолжать до конца ряда и будем вязать в высоту до нужной нам глубины шапки. Повторяем один ряд. Таких рядов я связала 9 и перехожу к резинке. Вам может потребоваться еще несколько рядов, потому что у меня у манекена голова обхват 50 сантиметров, то есть голова не очень большая. На взрослый размер потребуется скорее еще несколько рядов. Сейчас после узора я вяжу ряд столбиков с накидом. Провязываю над лицевыми рельефными столбиками предыдущего ряда столбики с накидом. Взяла крючок 3 миллиметра. Над группой столбиков, над каждым столбиком провязываю под столбик, по столбику с накидом. В арку из одной воздушной петли предыдущего ряда вяжу столбик с накидом. И далее над столбиками вяжу по столбику с накидом. Провязали. Далее следуют у нас рельефные лицевые. Над ними вяжем обычные столбики с накидом. И так далее до конца ряда. То есть этот ряд мы вяжем весь столбиками с накидом. Готовимся вязать резинку. Закончу ряд соединительным столбиком. Следующий ряд начинаем резинку. 3 воздушные петли подъема. В этом ряду чередую лицевые рельефные с изнаночными рельефными столбиками с накидом. Провязала лицевой рельефный столбик с накидом, далее изнаночный рельефный столбик с накидом. И таким образом получаю резинку 1 на 1. Чередую лицевой рельефный столбик с накидом с изнаночным рельефным столбиком с накидом. Так буду чередовать до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, если видео понравилось, и оставляйте комментарии. Вот такая шапка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!